Человек — создание единственное в своем роде. Способности, которыми он наделен, сделали его уникальным среди животных. Он, в отличие от них, не часть ландшафта. Он — то, что делает ландшафт другим. Это Тихий океан. Калифорнийские индейцы считали, что в полнолуние рыба устраивает на этих берегах танец. Это верно, потому что местные виды рыбы выходят здесь из воды и откладывают икру над высшей точкой прилива. Самки зарываются в песок хвостом вниз, а самцы кружат вокруг и оплодотворяют икру, которую мечут самки. Полнолуние играет существенную роль, поскольку у рыб есть 9-10 дней до следующего прилива, который унесет их обратно в море. Мир полон этих удивительных примеров адаптации, когда животное имеет свое точное место в среде, подобно части какого-нибудь устройства. Миллионы лет эволюции приучили рыб нереститься точно в промежуток между приливами. Но природа, вернее, процесс эволюции, не приспособила человека к какой-то определенной среде. По сравнению с теми же рыбами, имеющиеся у него средства выживания весьма скудны. Однако, и в этом парадокс натуры человека, у него есть то, что приспосабливает его к любой среде. Воображение, разум, эмоции, выносливость. Все это делает возможным для человека не только уживаться со средой, но и менять ее. И изобретения, с помощью которых человек из века в век преображал свою среду, есть эволюция иного рода. Не биологическая, а культурная эволюция. Я называю эту поразительную цепь взлетов культуры возвышением человечества. Возвышение человечества. Личная точка зрения Джея Броновски. Ниже, чем ангелы. Конечно, ученым очень хотелось бы считать, что наиболее весомые и оригинальные творения разума также наиболее недавние. И у нас в самом деле есть повод гордиться некоторыми современными достижениями. К примеру, расшифровкой кода наследственности с помощью спирали ДНК. Или трудами, раскрывающими особые свойства человеческого мозга. Или философскими прозрениями, связанными с теорией относительности. И с аспектами поведения материи на атомном уровне. И все же достижение человечества, научное в особенности, это не музей каких-то законченных конструкций. Это процесс развития, в котором первые опыты алхимиков тоже занимают свое важное место. Как и сложные арифметические выкладки астрономов майя в Центральной Америке, сделанные ими независимо от Старого Света. Каменные сооружения Мачу-Пикчу в Андах и Альгамбра в Испании были так же важны для их народов, как архитектура ДНК для нас. У каждого века
есть свой поворотный пункт. Возникновение нового взгляда на мир. Он навсегда застыл в статуях на острове Пасхи, как бы остановив время. И в средневековых часах в Европе, которые, кажется, сказали последние вечные слова о небесах. Современную химию приводит в изумление смесь веществ в новых пропорциях, сделанная примерно в год Рождества Христова в Южной Америке и задолго до этого в Азии. За расщеплением и синтезом атома концептуально стоит открытие, сделанное в доисторические времена, суть которого в том, что камень и любое вещество имеют структуру, которая позволяет расщеплять его и соединять уже по-новому. И человек очень рано сделал биологические открытия, связанные с земледелием. Культивировал, к примеру, дикую пшеницу. Или, что кажется совсем уж невероятным, укротил, а затем сел верхом на лошадь. Итак, эти программы или эссе своего рода путешествие по интеллектуальной истории, путешествие по вершинным достижениям человека, которые поэт Йейтс назвал памятниками бессмертного разума. С чего начать? С сотворения. Сотворения самого человека. Чарльз Дарвин указал путь. Сейчас почти нет сомнения в том, что впервые человек появился в Африке, вблизи экватора. Это один из вероятных районов. Долина реки Омо в Эфиопии, у озера Рудольф. Согласно древним преданиям, человек был сотворен в золотой век на фоне красивейшего ландшафта. Можно было бы сказать, что я сейчас стою в саду Эдема. Но это явно не сад Эдема. И все же я нахожусь в центре мира, там, где родился человек, на восточноафриканской Рифт-Вэлли, вблизи экватора. Если здесь и был когда-то сад Эдема, он увял миллионы лет назад. Я выбрал это место, потому что у него уникальная структура. В этой долине на протяжении последних 4 миллионов лет слой за слоем накапливался вулканический пепел. 4 миллиона лет тому назад, 3 миллиона лет, более 2 миллионов лет, менее 2 миллионов лет тому назад. А потом долина все это выгнула, создав то, что кажется сейчас картой во времени, простирающейся, как мы видим, на большом расстоянии. Эти скалы — верхние слои. На переднем плане нижний уровень, которому 4 миллиона лет. За ним слои, которым более 3 миллионов лет. Останки человекоподобного существа находятся выше, равно как и то, что осталось от животных, живших в это же время. Достойно удивления то, что эти животные с тех пор почти не изменились. Это антилопа Топи, предок человека, который охотился на ее предка. Сегодня сразу же узнал бы Топи, но не узнал бы в сегодняшнем охотнике, черном или белом, своего потомка. Животные-охотники изменились так же мало, как те, за кем они охотятся. Гепард по-прежнему стремителен в погоне, но и сернобык все так же проворен и быстр. Отношения между этими двумя видами носят тот же характер, что и много лет назад.
Эволюция человека началась, когда климат в Африке стал засушливым. Озера уменьшились, леса превратились в саванны. Когда животные, подобные зебре Греви, приспособились к сухой саванне, время и пространство для них как бы застыло. Они остались там, где были, и такими же, как были. Самый грациозный из всех этих животных, безусловно, газель Гранта. Но эти изумительные прыжки так и не вынесли ее за пределы саванны. Среди выжженного африканского ландшафта, подобно этому Homo, человек сделал первые шаги. То есть, судя по всему, человек начал свое возвышение как пешеход. Но это невероятно важный этап. 2 миллиона лет назад первый предок человека сделал шаг ногами, которые почти неотличимы от ног современного человека. Суть в том, что, когда он поставил ногу на землю и пошел, человек сделал шаг к новому восприятию жизни, отделив себя от остальных животных. Теперь самое время поговорить о его голове. Вот так она выглядела более 2 миллионов лет назад. Это исторический череп. Он был найден не здесь, у Ома, а южнее экватора, в месте под названием Танг, ученым, которого звали Эйвон Дарт. Это череп ребенка 5-6 лет, и череп был сильно искривлен. Дарт сразу же обратил внимание на 2 необычные особенности. Одна состояла в том, что большое затылочное отверстие, соединяющее полость черепа с позвоночным каналом, находится в вертикальном положении. То есть голова этого ребенка была поднята. Вторая особенность была связана с зубами. Зубы всегда говорят о многом. Они маленькие, квадратные. Это зубы маленького ребенка. Это не зубы, которые пускают в ход в схватки, как, например, у обезьяны. Это означает, что это было существо, которое добывало пропитание руками, а не зубами. Возможно, оно ело мясо, сырое мясо. И почти наверняка оно делало орудия, каменные орудия, чтобы резать мясо. И так далее. Дарт назвал это существо австралопитеком. Мне не очень нравится это название. Оно означает просто «южная обезьяна». Для меня с маленьким мальчиком австралопитеком связана история личного характера. В 1950 году, когда в том, что это череп человека, уже не было сомнений, меня попросили сделать один математический расчет. Я должен был совместить размеры его зубов с их формой, с тем, чтобы провести грань между ними и зубами обезьяны. Я в жизни не держал в руках ископаемый череп, и я мало что понимал в зубах. Тем не менее, у меня все получилось. Я испытал при этом необыкновенное волнение, которое я помню по сей день. Я, мне было уже за 40, всю жизнь занимавшийся абстрактными математическими вычислениями, вдруг увидел, как мои знания проникли на 2 миллиона лет вглубь
и как лучом прожектора высветили историю человека. Это было удивительно. И с этого момента я всецело посвятил себя мыслям о том, что сделало человека таким, какой он есть. В научных трудах, которые я с тех пор создал, книгах, которые я написал, и в этих программах. Я не знаю, как ребенок-танк начал жизнь, но для меня он по-прежнему остается неким исконным младенцем, с которого начался долгий путь человека. Младенец, человеческое существо, сочетание животного и ангела. Например, рефлекс, который заставляет ребенка двигать ногами, присутствует уже в чреве. Это знает каждая мать. И это относится ко всем позвоночным. В 11 месяцев он побуждает ребенка ползти. Это приводит к новым движениям, которые потом откладываются и закрепляются в мозгу, в мозжечке. Образуется целый набор сложных движений, становящихся потом для ребенка его второй натурой. Мозжечок все контролирует. Разуму нужно всего лишь отдать команду. В 14 месяцев эта команда гласит «встать». Какие физические особенности роднят человека с животными, какие его от них отличают? Стартовая реакция бегуна сродни порыву газели, спасающейся бегством. Сейчас он подобен животному. Сердце бьется быстрее. Оно нагнетает в 5 раз больше крови, чем обычно. И 90% ее идет к мышцам. Сейчас ему необходимо получать в минуту примерно 100 литров воздуха. Происходящее демонстрирует инфракрасное изображение. Синие или светлые участки наиболее горячие, красные или темные участки прохладнее. Основная химическая реакция состоит в извлечении энергии для мышц путем сжигания сахара, но 3/4 ее тратится в виде тепла. При этой скорости процесс химического сгорания в мышцах слишком стремителен, чтобы быть полностью завершенным. Продукты отходов при неполном сгорании поступают в кровь. Это приводит к усталости и затрудняет работу мышц до тех пор, пока кровь не будет очищена свежим кислородом. Все это так или иначе феномен обмена веществ, свойственный для животных, спасающихся бегством. Но бегун ни от кого не убегал. Его послал вперед выстрел стартового пистолета. И то, что он сознательно испытывал, было не страхом, а экзальтацией. Бегун подобен играющему ребенку. В его действиях есть пафос свободы. И единственной целью этого нелегкого испытания было желание узнать пределы своих возможностей.
Есть физические различия между человеком и другими животными, даже между человеком и обезьяной. К примеру, спортсмен берется за шест с целью, которую не смогла бы постичь ни одна обезьяна. Все же эти различия менее существенны по сравнению с отличием, которое заключается в том, что спортсмен движим в своем поведении отнюдь не только сиюминутными задачами. Сами по себе его действия не имеют практического смысла. Это тренировка, как бы не имеющая отношения к настоящему. Разум спортсмена подчинен грядущей цели. Спортсмен наращивает мастерство, и его воображение устремлено в будущее. У человека как бы есть некая капсула, средоточие его способностей. Сжатие руки, изгиб ноги, мышцы плеч и таза. Сам шест, в котором энергия как бы собирается и выпускается, подобно тому, как лук посылает в цель стрелу. В этом суть. В концентрации мыслей за мгновение до прыжка. На такое способен только человек. Если я попытаюсь вернуться к истокам, в первую очередь надо проследить эволюцию головы и черепа. Иначе говоря, возникновение в животном человека. К несчастью, если вести речь о периоде в 50 миллионов лет, имеется лишь 6-7 черепов, соотносящихся с определенным временем. Для того, чтобы обозначить последовательность, я вложу их в компьютер и пойду от одного к следующему. Начнем с 50 миллионов лет тому назад. С этого маленького существа под названием лемур, чей череп переворачивается вверх ногами. Вы видите, что затылочное отверстие у этого животного не соединяет череп с позвоночным каналом. У него есть то, что характерно для всех приматов. Отряда в 200 видов, от лемура до человека. Изучив скелет, мы узнаем, что у него ногти, а не когти. У него есть большой палец, который заметно выделяется на руке. И череп имеет черты, которые явно обозначают начало человека. Морда короткая, глаза широко расставлены. Это означает, что в ходе отбора предпочтение отдавалось не чутью, а зрению. С этого начинается человек. В течение последующих 20 миллионов лет линия обезьян делает заметные ответвления к человекоподобным обезьянам и человеку. Это существо жило 30 миллионов лет назад. Оно большое, но все еще живет на деревьях. Но с этого времени предки человекоподобных обезьян и человека часть времени проводят на Земле. Отсчитаем еще 10 миллионов лет. Это классическая находка. Проконсул. Мозг заметно больше. Глаза наделены стереоскопическим видением. Это говорит нам о том, что линия человекоподобной обезьяны и человека
развивается. Но, увы, это существо все же человекоподобная обезьяна. Судя по зубам, это обезьяна. Челюсти смыкаются с помощью крупных зубов, которых у человека быть не может. Именно изменения зубов говорят о переменах в линии, ведущей к человеку. Этому существу 14 миллионов лет. И у нас есть только части челюсти. Но ясно, что зубы ровные и больше похожи на зубы человека. Потом пробел приблизительно в 10 миллионов лет. Потом, вероятно, 5 миллионов лет тому назад, появляются родственники человека. Это родственник человека, но не по прямой линии. Это плотного сложения австралопитек, он вегетарианец. На уцелевших зубах щербинки от песчинок, попадавших в рот вместе с корнями, которые он ел. Его родственник по линии человека помельче. Об этом говорят размеры челюсти. И, вероятно, он питался мясом. Это особь, ближайшая к тому, что принято считать недостающим звеном. Австралопитек из Африки – взрослая самка. Ребенок Танг, с которого я начал эту программу, взрослым выглядел бы так же. С прямой спиной, умеющий ходить, и с мозгом весом примерно в килограмм. Сегодня это размер мозга человекоподобной обезьяны. Но, конечно, это было маленькое существо, немногим больше метра высотой. Недавние находки Ричарда Лихи дают основания предположить, что 2 миллиона лет назад мозг был даже больших размеров. И имея такой мозг, предки человека сделали 2 изобретения. Одно из них имеет визуальное подтверждение, другое – доказательство умозрительного характера. Сначала очевидное изобретение. 2 миллиона лет назад австралопитеки делали вот такие каменные орудия труда. Простым ударом срезался какой-то край предмета. И на протяжении последующего миллиона лет человек в ходе дальнейшей эволюции не менял это орудие труда. У предков человека был короткий большой палец, поэтому они могли брать этот предмет только так и использовать его вот таким образом. Это, безусловно, орудие людей, которые ели мясо. Другое изобретение – социального характера. Судя по черепам и скелетам австралопитеков, а их было найдено большое количество, большинство этих людей умерло, не дожив до 20 лет. Это говорит о том, что, вероятно, в обществе было много сирот. И у австралопитеков, судя по всему, было длинное детство, как у всех приматов. И в 10 лет они все еще были младенцы. Поэтому должна была существовать социальная организация, которая усыновляла их, делала частью общества, занималась их обучением. Это огромный шаг на пути культурной эволюции. В какой же момент, на наш взгляд, предшественник человека стал человеком как таковым? Это щекотливый вопрос. Такие перемены не происходят за одну ночь. И было бы глупо пытаться доказать, что это произошло быстрее, чем это было на самом деле, и спорить по поводу названий. 2 миллиона лет назад мы еще не были людьми, а миллион лет назад были. Потому что к этому времени появляется существо, которое можно бы назвать Гомо. Гомо эректус. Он распространился далеко за пределы Африки. Это пекинский человек, ему около 4000 лет. Это первое существо, которое использовало огонь. Изменения в Homo erectus за миллион лет имели существенный характер, но они были постепенными. Это неандертальский человек, его мозг уже весит примерно 1,5 килограмма, столько же, сколько у современного человека. Возможно, какие-то линии неандертальца вымерли, но, судя по всему, линия на Среднем Востоке привела непосредственно к нам. Homo sapiens. За этот последний миллион лет орудия труда человека стали качественно иными, что указывает на возможные биологические изменения рук и особенно мозга, контролирующего руки.
Он делает орудия, которые требуют значительно больших навыков в изготовлении. И, конечно, весомых навыков в использовании. Эволюция мозга, рук, глаз, ног, всего тела человека – это своего рода мозаика уникальных способностей. Человек не самое величественное из существ. Задолго до человека динозавр был наделен куда более поразительными свойствами. Но у человека есть то, чего нет у других животных. Качество, которое за 3000 миллионов лет сделали его способным творить. Каждое животное оставляет следы, говорящие о том, каким оно было. И только человек оставляет следы того, что он создал. Начиная с австралопитеков, семейство людей ело мясо. Сначала маленьких животных, потом животных побольше. В мясе больше протеина, чем в растениях. И питаясь мясом, человек тратил на процесс еды в 3 раза меньше времени. Но медленное существо, подобное человеку, может подстерегать, преследовать и настигать животных в саванне, только действуя сообща. Охота требует сознательной подготовки и организации, как с помощью языка, так и особого оружия. Охота – общинное дело, кульминацией которого, но только кульминацией, является убийство. Охота не может кормить растущее население в одном месте. Лимит саванны был не более чем 2 человека на 2 квадратных километра. При такой плотности вся земля на свете могла бы кормить только нынешнее население Калифорнии, около 20 миллионов, но не смогла бы прокормить население Великобритании. Выбор охотников был невелик. Умирай с голоду или переходи на другое место. И они преодолевали огромное расстояние. Миллионы лет назад они были в Северной Африке. 700 тысяч лет тому назад они были на Яве. 400 тысяч лет тому назад они двинулись на север, достигнув Китая на востоке и Европы на западе. Эти невероятные миграции сделали человека с самых давних времен широко распространенным видом, хотя его общее число было достаточно небольшим, возможно, 1 миллион. Опасность представляла то, что человек пошел на север, как раз тогда, когда климат там становился все более холодным. В этом страшном холоде лед как бы вырастал из земли.
Северный климат в незапамятные времена смягчался несколько сотен миллионов лет тому назад. Как раз тогда, когда Homo erectus обосновался в Китае и Северной Европе, начиналась эпоха 3 ледниковых периодов. Первый был самым свирепым. Пекинский человек жил тогда в пещерах 400 тысяч лет тому назад. Неудивительно, что именно он первым стал использовать огонь. Лед трижды двигался на юг, и каждый раз там менялся ландшафт. Иногда лед вбирал в себя так много земной влаги, что уровень моря падал на 100 с лишним метров. Во время второго ледникового периода, более 200 тысяч лет тому назад, неандерталец с его большим мозгом приобрел особое значение. Культура, следы которой мы находим, начала возникать в наиболее недавний ледниковый период, в последние 100 тысяч лет. Именно тогда появились предметы, которые указывают на то, что охота приобрела более усложненный характер. К примеру, дротики, копья, дубинки, гарпуны и, конечно, кремниевые инструменты, с помощью которых делали оружие для охоты. Человек выдержал жестокое испытание ледниковых периодов, потому что ум его стал более гибким и изобретательным. И все, что он изобретал, становилось достоянием общины. Судя по всему, ледниковые периоды существенно изменили образ жизни человека. Они вынудили его полагаться не столько на растительную пищу, сколько на мясо. Трудности охоты на льду также повлияли на стратегию охоты. Теперь казалось менее заманчивым подстерегать одно животное, пусть даже и крупное. Гораздо более выгодным было следовать за стадами животных, не теряя их из виду, учиться предвидеть развитие событий и, наконец, усваивать их повадки, включая миграцию. Это особый вид адаптации, который привел к тому, что передвижение стало образом жизни. Единственный народ, который может так жить, лопари на крайнем севере Скандинавии. Они следуют за оленями так же, как делали это в ледниковый период. Людей 30 тысяч, оленей 300 тысяч. И их образ жизни подходит к концу, даже сейчас, когда мы на это смотрим. У стад свой миграционный маршрут, через фьорды от одного пастбища с лишайником к другому. И лопари следуют за ними. Но лопари не пастухи. Они не контролируют оленей. Они не приручили их. Они просто идут туда, куда идут олени. Лопари прибегают к некоторым традиционным способам контроля отдельных животных. К примеру, они делают некоторых самцов тягловыми, кастрируя их. Это странные отношения. Лопари всецело зависят от оленя.
Они едят мясо, ежедневно по полкилограмма каждый. Они используют сухожилия, мех и шкуру. Они даже используют рога. И все же лопари свободнее, чем олени, потому что их образ жизни – культурная адаптация, а не биологическая. Адаптация, предпринятая лопарями, миграция среди ледяного ландшафта – это выбор, который они в силах изменить. Это обратимый процесс, в отличие от биологических мутаций. Кров из оленьих шкур – адаптация, которую лопари завтра могут изменить. Многие это уже делают сейчас. Но вам не изменить цвет вашей кожи. Почему лопари белые? У первых людей была темная кожа. Солнечный свет создавал в его коже витамин D. И если бы человек был белым в Африке, солнце делало бы витамина еще больше. Но на севере человеку приходится впитывать весь солнечный свет, чтобы было больше витамина D. Естественный отбор снабдил их более белой кожей. Биологические различия между различными обществами существуют в таком вот умеренном масштабе. Лопари выжили не в силу биологической адаптации, а благодаря своей изобретательности. Они умело использовали повадки оленя и все, что он может дать. И они превратили его в тягловое животное. Жизнь среди льдов не зависит от цвета кожи. Лопари выжили, человек выдержал ледниковые периоды благодаря самой главной выдумке – огню. Огонь – символ домашнего очага. И с той поры, когда Homo sapiens начали оставлять след своей руки 30 тысяч лет тому назад, их домом стала пещера. По меньшей мере миллион лет человек жил двояко, разыскивая еду и охотясь. У нас нет почти никаких свидетельств этого гигантского доисторического периода, большего, чем любой другой известный нам исторический период. Только следы самого конца этого периода мы находим в пещерах, подобных этой. Альтамира в Испании и Южной Франции. Это то, что позволяет судить о том, что владело умом человека, охотника. Здесь мы видим то, что было его миром, то, что будоражило его, то, что он знал о животном, рядом с которым он жил, и которое он подстерегал. И все же, если задуматься, удивительно не то, что здесь так мало изображений, а то, что они вообще здесь есть. Человек – тщедушное, медленное, неуклюжее, беззащитное животное. Ему приходится изобретать нож, копье, учиться пользоваться кремнем. Но почему к этим научным изобретениям, столь важным для его выживания, он с самых ранних времен добавлял искусство, изображение животных, которые сегодня так нас изумляют?
И почему, помимо всего прочего, он приходил в подобные пещеры, жил в них, а потом делал изображения животных не там, где жил, а в местах темных, тайных, отдаленных, скрытых, недоступных. Можно сказать, что в этих местах животное было магическим существом. Но магия — слово, которое ничего не объясняет. Оно говорит о силе, о могуществе. Но каком могуществе? Я могу лишь высказать свою личную точку зрения. Я думаю, что могущество, которое мы видим впервые здесь выраженным, это могущество предвидения. В этих изображениях охотник как бы знакомился с опасностями, о которых он знал, но с которыми ему только предстояло встретиться. Когда охотники приходили сюда, в эту таинственную мглу, и свет вдруг падал на рисунки, он видел бизона, который как бы представал перед ним, бегущего оленя, он видел кабана. Он как бы переживал момент страха. Он обретал опыт, которого у него еще не было, и который нужен ему, чтобы впредь не испытывать страх. Он видел все это сквозь телескоп воображения. Воображение — это телескоп во времени. Мы смотрим вспять, на опыт прошлого. Человек, который это нарисовал, который это сделал, смотрел сквозь этот телескоп вперед. И это было возвышением человека, тем, что мы называем культурной эволюцией, постоянным развитием и расширением человеческого воображения. Люди, создававшие оружие, и люди, рисовавшие на стенах, делали одно и то же. Они предвидели будущее, так, как это может делать только человек. Оно присутствует здесь. Все, чем покрыты эти пещеры, как бы говорит: это мой труд. Это человек. Автор и ведущий Джей Броновский. Режиссер Эдриан Мэлоун. Фильм озвучен студией «Кипарис» по заказу «Союз Видео».